что, типа, вот как генерализованную организацию создать невозможно в мире. Ну, можно там какие-то best practices, можно паттерны разложить, как бы, что вот и должен быть юридический отдел, должна быть отдел тестирования, должна быть информационная безопасность. Но как бы прям вот как бы вот прям такой оркестр, да, здоровенный, где есть разные уровни коммуникации, где есть разные роли, у них разное время жизни, разные абсолютно подходы у типа есть там свои проблемы эмерджентным способом, которые появляются. Вот этого на текущий момент как готовой методологии нет. И типа, по-моему, это нормально, потому что вот это нужно проектировать под себя, под свою компанию, под свои задачи. И я хотел добавить, что по факту, ну, то есть это, как сказать, если провести параллель с реальным миром, то это же примерно то же самое. Ну, то есть, если ты видишь какой-то продукт, например, вот ты про Uber говоришь, да, а есть лифт, в котором ты работал, и, ну, лифт, он примерно тот же продукт делает, но, скорее всего, задизайнен с точки зрения орг-структуры может Вообще быть по-другому, по-другому. Вот, да. и ты не можешь взять чужую организацию и сказать: "Я сделаю у себя точно так же". Что у тебя люди другие, у тебя баланс, ну, как бы баланс между, блоками другой, вообще распределение ответственности другое. У тебя формат Абсолютно. работы может быть ну, зависеть, например, от уровня зрелости самого продукта или там, не знаю, да даже от того, откуда у тебя деньги, да, то есть тебе венчур их дал, или ты просто своим ростом пытаешься вырасти, да, то есть будучи profitable, но там, пожертвовав скоростью роста. И это все надо Абсолютно. учитывать. В итоге ты чужую шкуру-то не оденешь, то есть тебе нужно уметь подстраивать вот эту, ну, типа, живую систему, теперь уже с агентами, не только с инженерами, да, воплоти, но и с этой агентской обвязкой, вот, под цели твоей организации, задачи, ну, то есть под ее структуру,